Привет всем, меня зовут Костя Кадочников, и это проект «Иная реальность». Старое заброшенное здание завода, очередной памятник ушедшей эпохи. В этом сооружении все еще витает дух того времени. Времени, в котором велись грандиозные стройки, строились целые города, атомные и гидроэлектростанции, железные дороги, фабрики и прочие немаловажные объекты. После перестройки большинство заводов по всей стране оказались заброшены. В наши дни такие вот памятники имеют довольно плачевное состояние. Из статей о паранормальном, где упоминается появление полтергейста, можно выделить некую закономерность. А именно, проявление полтергейста чаще всего фиксировали в тех местах, где повышена концентрация негативной энергии. Если верить рассказам местных жителей, то они не раз слышали страшные визги, доносившиеся из этой заброшки. Именно в этом здании находили трупы изуродованных животных. Проверить, действительно ли в подобных местах можно встретить нечто паранормальное, есть только один способ – побывать там ночью. Если верить слухам, в подвале этого здания находили изуродованных животных. Типа здесь обитали какие-то сатанисты или садисты. Но, по-моему, без всяких баек это место нагоняет своим видом побольше жути. I hope you die. Я надеюсь, ты умрешь, если кто не понял. Очень подбадривающая надпись. Всегда в подобных местах начинается такая некая борьба. Борьба со своим страхом. Я не помню, тут что-то капает или что? Какие-то звуки посторонние. Да, внутри довольно сыро. Как же без этих надписей, да? 3 шестерки. Это что такое? Это куча ампул каких-то. Так. Сейчас попробую ближе показать. Фокус. Короче, это какой-то эуфилин. Эуфилин. Вот такие ампулы. Здесь их просто коробок 10, наверное. Так, а что там?
дверь еще. Сначала показалась какая-то шерсть. Нет, это всего лишь трава. Там еще 3 двери каких-то. Почему-то особенно вот такие коридоры с дверями наиболее пугают. Все хрустит под ногами. Твою мать. Что за пенечки? Очень опасное место. Было бы прикольно, если бы я нажал эту кнопку и выпустил бы местных призраков. Закроем за собой дверь. Постоянно мерещатся какие-то шаги. Еще на территории этого завода присутствует охрана. Поэтому надо постараться как можно меньше светить прожектором и шуметь. Опа. Печальная картина. Одинокий стульчик. Обернись. Обернись. Чё за нахуй?
По-моему, дверь вот так стояла. Как же без этих надписей, да? Против этой двери надо точно ставить камеру. Здание какой-то сплошной лабиринт. Столько ходов, столько комнат всяких разных. Блять. Охренеть. Что такое? Это банка. Как крипово это выглядит. А вот это, походу, тот самый вход в подвал. Точнее, в тот самый подвал, в котором, по слухам, издевались над животными. Тут глубина, наверное, метр. Это все затоплено. А вот это, походу, клочок шерсти. Если я не ошибаюсь. Так, надо измерить глубину. Я вижу, тут есть лед, но сверху еще вода. Ну, сантиметра 3. Я думаю, мой разведчик туда проедет. Сейчас покажу. Я собрал своего разведчика. Вот так он выглядит. Теперь мы его отправим вон туда. Так, следить я буду за ним при помощи смартфона.
будто нары. У нас 3-й этаж уже. Как будто стоят невидимые рабочие. Так, тут походу не пройти, да? Сейчас на улице начался дождь. Чем выше поднимаешься по этажам, тем больше капель и посторонних шумов. В принципе, 3-й этаж похож на 2-й. Ничего особенного. 1-й был поинтересней. Запах каких-то старых духов.
больше, чем каких-то бабушкинских. Так, вот он, последний, 4-й этаж. Там дальше выход на крышу. Ни хрена себе. Вам, наверное, не видно, но этот коридор очень длинный. Штукатурка уже отваливается. Нереальное количество звуков. Если в этом здании кто-то бы и находился, и ходил бы за мной по пятам, я бы даже вообще не понял. Потому что звуки капель создают такой эффект, как будто кто-то ходит со мной. Так, я вот сейчас смотрю этот момент, где я подхожу к двери. Вот эта херня упала. Походу я ее задел хвостом этим.
Попробуй подлезть туда телефоном, поснимать. Сделал такую щелку. Сейчас включу фонарик и посмотрю, как там приперло. Наверное, придется звать помощь какую-то. Вот те, кто ходит по заброшкам, никогда не ходите по одному. Вообще. По сути, вообще ничего больше нет. То, что произошло со мной в конце видео, лишний раз подтверждает, насколько непредсказуемыми и опасными могут быть походы в такие места. А теперь давайте попробуем разобрать те несколько странных моментов, которые мне все же удалось заснять в ту ночь. На этих кадрах отчетливо видно, как будто из горящей свечи медленно вылетает некий объект и скрывается за кадром. На мгновение можно подумать, что на этих кадрах действительно происходит нечто паранормальное. Но, изучив детально полную запись с этой камеры, я нашел еще несколько похожих моментов. И судя по тому, как двигается этот объект в кадре, можно сделать вывод, что это не что иное, как
обычное насекомое, которое привлек на камерный свет. Так что ничего сверхъестественного здесь нет. Что не сказать про следующую череду кадров. В момент, когда я навожу камеру на слово «обернись», из коридора доносится скрип, который заставляет меня обернуться. Совпадение, от которого реально становится не по себе. Еще больше ужаса наводит то, что дверь, возле которой я недавно проходил, поменяла свое положение сама по себе. Да, что-то из этого я могу попробовать объяснить. Например, скрип. Можно сказать точно, что этот металлический звук исходил не от этой двери, так как я это проверил еще будучи на локации. Значит, источник звука, как мне сразу и послышалось, находится дальше. И у меня есть предположение, откуда он мог исходить. Дело в том, что буквально за стеной этой комнаты располагается огромное помещение цеха, которое к тому же находится под охраной. Во многих комнатах этого здания я замечал вентиляционные отверстия, которые как раз таки ведут в тот цех. И скорее всего скрип металлической двери мог исходить именно оттуда. Но как объяснить движение двери? Ведь на протяжении всего времени камера не зафиксировала ничего подобного. Более того, свечи, играющие роль индикатора наличия ветра в коридоре, горели относительно ровно. Да, там был небольшой сквозняк, но не настолько, чтобы заставить полотно двери сдвинуться с места. И как бы я ни пытался применить здесь логику, я не могу объяснить данное явление. И все же я надеюсь, что разумное объяснение есть. Ну а на этом все. И ребята, если кто-то желает поддержать канал, то сделать это очень просто. Нужно всего лишь подписаться, поставить лайк и оставить комментарий под этим видео. А также я рекомендую включить уведомления, потому что следующее видео совсем скоро. Пока.